Hi, welcome back to the online retreat, the Wheel of Life retreat. Здравствуйте, добро пожаловать обратно на онлайн-ретрит «Колесо жизни». And I'd like to thank Allison for coming and translating. Я хотел бы поблагодарить Элисон за то, что пришла и We're on переводит. session 16. It's called A Life to Live. Мы находимся на 16-й сессии, которая называется «Жизнь, чтобы жить». And now you see this group of people Теперь вы видите эту группу людей, just walking down the street. просто идущих по улице, And each one is walking through the Wheel of Life. и каждый из них проходит через колесо жизни. And pretty much in only two of the links, we cover a whole human life. И в значительной степени только двумя звеньями мы охватываем всю человеческую жизнь. Those two links, just before them comes link number 10. Эти два звена, как раз перед ними идет звено номер 10, And you can see it here. и вы можете увидеть это здесь. This is my kid painters from Nepal. Это дети-художники из Непала. And they have painted. This lady is supposed to be a pregnant lady. И это они нарисовали, эта женщина должна быть беременной. And she represents link number 10, Chupa И она Sipa, Chupa Sipa. представляет звено 10 Чупа-Сипа. Chupa means number 10. Чупа обозначает номер 10. Sipa is a difficult word. It has been mistranslated many times. Сипа — это трудное слово, оно было неправильно переведено много раз. It can mean possible. Это может означать «возможно». It can mean becoming. Это может означать «становление». It can mean your whole life. Это может означать всю вашу жизнь. And it doesn't mean any of those here. И это не означает ничего из этого здесь. And I think it was a big breakthrough. My own teacher taught me. Я думаю, что это был большой прорыв, когда мой собственный учитель научил меня. He said, in this case, you have to think of the word sipa means karma, which is ripe. Он сказал, что в этом случае вы должны думать, что слово «сипа» означает «карма, которая So созрела». back in link number 2, Вернемся к звену номер 2. we had karma, which was like a seed that you just put under the ground. У нас была карма, которая была как семя, которое вы только что посадили в землю. And we translated that as fresh karma. Nipa duche kile И мы is перевели fresh это karma. как свежая карма. Нипаду чакиле — это свежая карма. And remember we put the seed under the ground И помните, мы посадили семя в землю весной, in the spring, watermelon seed, арбузное семя. and then it rained, А затем пошел дождь, and the water touched the seed, и вода коснулась семени, and it woke up all the workers in the factory inside the seed. и это разбудило всех рабочих на фабрике внутри семени. I picture them; they're all like, they're waking up, Я представил себе, как они просыпаются, And then the supervisor wakes up. а потом просыпается их начальник. He's like, "Wake up, everybody! We got work to do. И он такой: разбудить всех, у нас есть работа. We gotta get ready to push this sprout out of this seed." Мы должны быть готовы вытолкнуть этот росток из этого семени. And so during those few months' time, И поэтому в течение этих нескольких after месяцев, the water touches the seed, после того, как вода коснулась семени, I don't know, strange things are happening inside of the seed. внутри семени происходят странные вещи. We finished those two preparing the factory to Мы open. закончили эти две подготовки завода к открытию. They were called Gepa, Sepa, Kupa, Lemba, link number 8 and link number 9. Их назвали Гепа, Сепа, Гупа, Ленпа, 8 и 9 And звено. we took the good seeds Мы взяли хорошие семена and did coffee meditation. I'm happy I helped someone. и сделали кофе-медитацию. Я счастлив, я помог кому-то. And on top of that, we did high-powered understanding about seeds, which makes good seeds open faster and И bigger. вдобавок ко всему этому мы мощно углубили понимание семян, благодаря чему хорошие семена открываются быстрее и больше. With negative seeds, С негативными семенами in the picture of the Wheel of Life, картинки колеса жизни, link number 8 and 9, звенья номер 8 и we 9, did sort of a negative coffee meditation. мы сделали своего рода негативную We were кофе-медитацию. like, I'm glad I'm eating meat. I will get stronger.
Мы говорили: «О, я рад, что я ем мясо, я стану сильнее». And then more terrible, И что еще более ужасно, we think, oh, there's no such thing as a karma. The pen comes from the pen. мы думаем, что нет такой вещи, как карма. Ручка происходит из ручки. Even if I kill an animal to eat it, Даже если я убью животное, чтобы I съесть don't его, believe anything will happen to me. я не верю, что со мной что-нибудь случится. So because of those two ideas, Так что из-за этих двух идей the bad seeds in the wheel of life get stronger and stronger. эти плохие семена в колесе жизни становятся все сильнее и And сильнее. at link number 10, И звено номер 10. let's go to the book. Let's go to the text. Давайте перейдем к книге, давайте перейдем к тексту. It says Chupasipani. Это говорит What is link number 10, which is called Чупасипани. ripe Что такое звено номер 10, которое называется созревшая карма? Duche ki namshe la leke parcha ge. Гардучики, earlier in the намшела, wheel. клеки, пакчаге. Ранее в колесе. The second link, which is called Duche in Tibetan and Sanskara in Sanskrit. Второе звено, которое называется Дуче на тибетском и Санскара на санскрите. Remember, link number 1 was, you walk into the kitchen and your husband yells at you. Помните, звено номер 1 было, когда вы входите на кухню, и ваш муж кричит на вас. And you say, I didn't do anything. I don't know why he's yelling at me. И вы говорите: я ничего не сделал, я не знаю, почему он And that's кричит на like меня. link number 1, which is misunderstanding where he's coming from. И это звено номер 1, что значит неправильное понимание, откуда он That происходит. misunderstanding pushes link number 2. Это неправильное понимание толкает звено номер 2. And she makes karma. И она создает карму. How? Как? She says, I'm not stupid. You're stupid. to Она her говорит husband. своему мужу: я не бестолочь, это ты бестолочь. So the duche in the text here, the Так что sanskara, is the duche moment that she says, I'm not stupid. You're В stupid. тексте здесь санскара — это момент, когда она говорит: я не бестолочь, это ты бестолочь. And then the bakchak, which means a seed, И затем бхакчак, что the означает семя karma. кармы, is pressed on the mind. давит на ум. Okay, my dog is not only blind and deaf. Хорошо, моя собака не только слепая и глухая. Now sometimes he poo-poo in the house by accident. Иногда она ходит в туалет в доме, где ни попадя. Then sometimes on the carpet. Иногда на ковре. And, we try to lift the poo-poo off very carefully. И вы знаете, мы стараемся очень осторожно собрать это туалетной бумагой, But still, a little bit of smell will rub into the carpet. но все же немного запах впитывается в ковер. So the verb here, gurpa, means that smell gets rubbed into the carpet. И глагол здесь гёпа означает, этот запах впитывается в ковер. In this case, the karma of saying, I'm not stupid, you're stupid, В этом случае карма высказывания «я не бестолочь, а ты бестолочь» gets rubbed into our mind. впитывается в твой ум. And this is going to be important later. И это будет важно позже. We've been talking about the third link, which is one of the monkeys. Мы говорили о третьем звене, которое является одной из обезьян. And that monkey represents your mind entering your mother's womb. И эта обезьяна представляет ваше сознание, входящее в утробу вашей матери. But it Но can also represent the carpet where the stinky is rubbed оно into the также может представлять ковер, который пропитывается вонючим запахом. So at the moment that the wife says, I'm not stupid, you're stupid, И так в тот момент, когда жена говорит: я не бестолочь, это that ты бестолочь, karma is rubbed into the mind stream. эта карма втирается в поток разума. And that's another meaning of the third link. И это еще одно значение третьего звена. So the third link, first we understand it as the mind coming into my mother's womb. Итак, третье звено, сначала мы понимаем его как сознание, входящее в утробу моей But we матери. can also understand the third link as the mind in which the seed is pressed when she said, I'm not stupid, you're stupid. Но мы также можем понимать третье звено как ум, в который семя вдавливается, когда она сказала: я не бестолочь, это ты бестолочь. Then at that moment when the seed is pressed into the mind, I'm not stupid, you're stupid. Тогда, в тот момент, когда семя вдавливается в ум: я не бестолочь, это ты бестолочь,
It's like the watermelon seed was just put under the dirt. Это как если бы арбузное семя было просто посажено в грязь. Then what's the water? What's the fertilizer? We finished it in the last class. И тогда что такое вода, что такое удобрение? Мы закончили это на последнем занятии. In the last class, we finished what's the water and what's the fertilizer. На последнем занятии мы закончили, что такое вода и что такое удобрение. And remember, it was like with a bad seed, it's two different things. И помните, с плохим семенем это две разные вещи. Like she told her friend, my husband yelled at me, but I yelled back at him. Как если бы она сказала своей подруге: мой муж накричал на меня, но я накричала на него в ответ. And her friend Ха-ха-ха. say, oh, aren't you sorry you yelled at your husband? И ее подруга говорит: тебе не жаль, что ты наорал на своего мужа? No, I'm happy. He deserved it. Нет, я счастлива, он это заслужил. It's like she's doing a negative coffee meditation. Как будто она делает негативную кофе-медитацию. And she has no idea that her kids are gonna be bad for many weeks because of what she said to her И она husband. понятия не имеет, что ее дети будут плохо себя вести в течение многих недель из-за того, что она так сказала мужу. So that bad seed selenki up. Так что The плохое bad seed семя now Селенки has Гиртап been given water and fertilizer by her negative coffee meditation плохому and by her семени теперь misunderstanding. дали воду и удобрения из-за ее негативной кофе-медитации и ее неправильного понимания. And now that seed from link number 2, which is I'm not stupid, you're stupid. И теперь это семя из звена номер 2, которое я не бестолочь, это ты It бестолочь, becomes tu chen du song. становится Тучен Тусонг. Tu chen du song. Tu song. The seed becomes tu. Tu means tremendous power. Семя становится Ту. Ту означает огромная сила, Like nuclear power. как ядерная сила. Then what power does it have now after her negative coffee meditation? Тогда какая сила у него теперь после ее негативной кофе-медитации? Chime lu pim. Now Чимей Любхе. that seed can shoot a new lifetime, can Теперь project a new lifetime. Это семя может выстрелить в новую жизнь, оно может проецировать новую жизнь. And that's the meaning of Chupasipa, link И number в 10. этом смысл Чупа-Сипа, звена номер 10. It's represented by a pregnant woman. Он представлен беременной женщиной, But that woman's big belly represents a big seed ready to open. но большой живот этой женщины представляет собой большое семя, которое готово раскрыться. Then the seed splits open, the sprout comes out, Затем семя раскрывается, выходит росток, and we see the picture here of a birth, of a child being born. и мы видим здесь картинку рождения ребенка. I think a lot about these images like an arrow in the eye, Я много думаю об этих изображениях, как о стреле в глазу, or a baby coming out of a woman. или о ребенке, рождающемся из женщины. In these ancient paintings, На этих древних картинах these must have been very, very shocking. они, должно быть, были очень шокирующими. Like they didn't have videos. У них не было видео, But I think if Buddha had a computer and video, но я думаю, что если бы у Будды был компьютер и видео, he would have made a movie about this wheel of life and not paintings. он сделал бы фильм об этом колесе жизни, а не картины. And I think someday it would be interesting to make a real evocative movie, like a big emotion movie. И я you know, думаю, что когда-нибудь было бы интересно сделать настоящий запоминающийся фильм, как большой эмоциональный фильм, where somebody has an arrow in their где у eye. кого-то In стрела fact, в глазу. online I tried to find if someone got shot with an arrow in their eye. It did happen once, and the person И went to на the самом hospital. деле я пытался найти в интернете человека, который выстрелил стрелой, и это случилось однажды, и человек отправился в больницу. But these pictures are supposed to like freak us out, you know. Но эти картинки должны нас пугать. Вы знаете, When you see this picture of a baby coming out of a woman and the woman's body's being torn apart,
И когда вы видите эту фотографию ребенка, выходящего из женщины, и тело женщины разрывается на части, then we're supposed to think, I don't want to do that again. тогда мы должны подумать: нет, я не хочу делать это снова. What you don't want to do again? You don't want to be the woman or you don't want to be the baby? Что ты не хочешь делать снова? Ты не хочешь быть женщиной или ты не хочешь быть ребенком? I don't want to be either one. Я не хочу быть ни тем, ни Okay, другим, so хорошо? Chuchipakyawa means now the Чучик seed is cracking Пакьева open, означает теперь семя раскрылось, the fat seed, жирное семя. and now a child is coming out. И теперь выходит ребенок. The text says, "Teta В sotape." тексте Now говорится: that the «Чо seed was тар given се its water and пе». its fertilizer by the negative coffee meditation. Теперь, когда семя получило воду и удобрение благодаря негативной кофе-медитации, Yangsi Drupele Nipa Tuchen de Soma de la Tene, based on that karma now being totally ripe, основываясь на том, что эта карма полностью созрела, Kene Shipakarun to Tambanamshin in some jar. Then the mind makes the crossing тогда ум совершает переход into one of the four kinds of birth. в один из 4 видов рождения. And that the moment after the crossing, И момент после перехода we call rebirth. мы называем перерождение. Link number 11. Звено номер You could 11. say birth, you could say rebirth. Вы могли бы сказать рождение, вы могли бы сказать перерождение. Oh, Geshe-la, the first time it happened, it wasn't a rebirth, right? Гешела, первый раз, когда это произошло, это же не было перерождением, There is верно? no first time. Не было никакого We первого have been раза. here countless times. There's Мы no были beginning. здесь бесчисленное количество раз, нет начала. The first time I heard that, it was very uncomfortable for me. Когда я это услышал в первый раз, это было для меня не очень комфортно. We like to think that there was a big bang, Нам нравится думать, что был большой взрыв, or God made the world on a 6 days or something. или Бог сотворил мир за 6 дней, или что-то такое. It makes us feel comfortable if we think there was a beginning. Это заставляет нас чувствовать себя комфортно, если мы думаем, что было какое-то But начало. it's not logical. Но это нелогично. Nothing can start unless something else moves before that. Ничто не может начаться, если что-то еще не двигается до этого. So you could really translate this link number 11. You could always translate it as rebirth. Таким образом, вы действительно можете перевести это звено номер 11 всегда Now как the text says перерождение. into one of the four kinds of birth. И теперь текст говорит в один из 4 видов рождения. And this is a popular topic in the ancient Abhidharma texts. И это популярная тема в древних текстах Абхидharмы. And because we don't know what's the four kinds of birth, И поскольку мы не знаем 4 вида рождения, and he doesn't mention them in the text, и он не упоминает их в тексте, I thought we should go to another book and get a nice commentary on this я one. подумал, что нам следует перейти к другой книге и получить хороший комментарий к этим 4. So we're going to follow the Tibetan here to the commentary. Итак, мы продолжаем тибетский здесь к комментарию. Chirkenela Yena. Now, you can divide all the Вы kinds of можете birth into four. разделить все виды рождения на 4. And I remember this was the first book I ever studied with my teacher. И я помню, что это была первая книга, которую я когда-либо изучал We со своим started учителем. 45 years Мы ago. начали 45 лет назад. It took us 12 years to И finish нам this book. потребовалось 12 лет, чтобы закончить эту книгу. So Kene was always a confusing word for me. Итак, Кения всегда было для меня непонятным словом. Ke means born. Кия означает «родился», Ne means location. не означает «местоположение». And then, after many years, you learn to translate it more correctly. It's not location of birth, it's the И type of после birth. многих лет он научился переводить это более правильно. Это не место рождения, это тип рождения. So here's the name of the four. Итак, вот название 4. Nyalke, Gonke, Zuke, Tusherke, Shi. So the first one is called Первый Nyalke. называется Нгелкье. Nyal means a womb, like a human mother's womb.
Гел означает матка, в смысле матка человеческой матери. K is the past tense of born. So born in the past, in the womb. Born in the womb. Кье — прошедшее время для родиться, то есть рожденных в прошлом в утробе матери. Then gongke. Тогда Gong, гонкье, which is sometimes split into gonga, means egg. гонг, который иногда разбивается на гоинга, означает яйцо. So some beings are born from eggs, some beings are born from wombs. Итак, некоторые существа рождаются из яиц, некоторые существа рождаются из чрева. And by the way, in Buddhism, И, кстати, в буддизме the real birth is at the moment of conception. настоящее рождение происходит в момент зачатия. Then there's a second birth out of the womb or out of the egg. Потом есть второе рождение из матки или из яйца, But it's the conception, which is when the baby starts. но это в момент зачатия появляется ребенок. There's a living, sentient being at the moment of conception. Уже есть живое чувствующее существо в момент зачатия. The third one is called zuke. Третий называется дзукье. Sometimes it's called zutekewa, zutekewa. Иногда это называется And it дзутикепа, means miraculous birth. и это значит чудесное рождение. For example, the Christians believed that Jesus was born without a father, without a sex. Например, христиане верят, что Иисус родился без отца, без секса. And the Hindus believe that the great yoga master Patanjali, И индусы верили, что великий мастер йоги Патанджали he was born in the holy water. He appeared in the holy water that his mother offered. родился в святой воде, появился в святой воде, которая была подношением его матери. That water offering with your hands is called Anjali. Это подношение воды вашими руками называется And Pat анджали. means fell down. И пат означает упал. So his name, his whole life, he was called the guy who fell down from the sky into the water. Так его звали всю жизнь, его Патанджали. называли парень, который упал с неба в воду, Патанджали. Then those people are born complete. И тогда эти люди рождаются Then завершенными. Trishirlekewa. Потом Дрюше Лакева. That means in the summertime, Это означает, что летом, when the weather is warm and there's lots of rain puddles on the ground, когда погода теплая, на земле много дождевых луж, the ancient people, they couldn't see the eggs of the insects. древние люди не могли видеть яйца насекомых. So they called it a birth from warmth and moisture. Поэтому они назвали это рождением от тепла и влаги. So there's the four kinds of birth. Итак, есть 4 вида рождения. Birth from a womb, Рождение из чрева, birth from an egg, рождение из яйца, miracle birth, чудесное рождение и полное, and birth from warmth and moisture. и рождение от тепла и влаги. Now, just for fun, I thought you guys would like to continue reading this text. Теперь просто для удовольствия я думал, что вы, ребята, хотели бы продолжить чтение этого текста, Which is related to the text being translated by our translator Sugang Shi from Singapore. который связан с текстом, который переводит наш переводчик Суганг Ши из Сингапура. Same author Тот же автор, from about 500 years ago. около 500 лет назад. Okay, so I thought you'd like to hear some discussion about these four. Хорошо, так что я подумал, что вы хотели бы услышать некоторые обсуждения об этих Yitag lang четырех. niya, ke kyang yete. Oh, hungry ghosts also have birth from a womb. It's possible. They are not Голодные just духи miracle. тоже Usually we рождаются think из they're just чрева. born Это suddenly. возможно. Yeah, hungry ghosts. But he says they can also be born from a womb. Они So не also просто is, рождены чудесным образом. imply usually they are born another way, but they also have born from a womb. Обычно мы думаем, что они рождаются внезапно, но он говорит, что они также могут рождаться из чрева. Также подразумевает, что обычно они рождаются по-другому, но они также рождаются из чрева. Yita me dogjule, there's an avadana. There's a these are called stories of spiritual people. И тут есть авадана, так называются истории духовных людей From ancient India. из Древней Индии.
And this one is called the story of the Lady Hungry Ghost. И это называется история «Леди Голодный Дух». And there's a famous verse that she used to И recite. это известная строфа, которая в ней упомянута. Daki Ningba Pungapkya Semon Yangni Ngapkyate Sukyan Dala Simbame. I give birth from a womb, right? To 500 kids every day. Я рождаю из утробы до 500 детей каждый день. 500 hungry ghost kids come out of my womb every day. Every daylight, in the daylight. 500 голодных духов детей выходят из моей утробы каждый день при свете дня. Semo Yangni Ngapkyate. And at night, in the dark, I have another 500. И в ночи, в темноте, у меня Yeah, есть from еще her 500. Then you might think, how does hungry ghost mom take care of her 1,000 per day hungry ghost kids? И вы могли бы подумать, как мама голодный дух может позаботиться об ее 1000 в день голодных духов детей. Sukyang, I eat them. Сёк-янг, я их ем. Dagla simba man, but still I don't feel full. Но я все еще не наедаюсь. Okay, chesum becha. Mila ni kene shiga yute. All four kinds of birth are found with human beings. Все 4 типа рождения встречаются у людей. They have all four kinds. У них есть все 4 вида. And this is, by the way, a very standard and famous Abhidharma discussion. И это, кстати, очень стандартная и известная дискуссия из Абхидharмы. Most humans, as we know, are born from the womb. Большинство людей, как мы знаем, рождены из утроба. Some are duke, some are born miraculously. Некоторые рождены чудесным образом. I used to translate that as born complete, because they're just born as a complete person. Раньше я переводил это как «родиться завершенным», потому что они просто рождаются завершенным человеком. And they give the example of the Buddhist master named Aryadeva. И они приводят пример буддийского мастера по Famous имени disciple of Арья-дева, Nagarjuna. известного ученика Нагарджуны. I don't know the story. We can look it up someday. But apparently he was знаю эту born историю. miraculously. Мы сможем как-нибудь ее поискать, но определенно то, что он был рожден чудесным образом. Then Then there was a king who was born from the top of the head of his father from warmth and moisture. И потом был царь, который родился из макушки своего отца от тепла и влаги. Then there were two arhats, two people who became arhats. И потом было 2 архата, то есть 2 In Tibet, человека, they're которые called стали Trak and архатами. Nyevi-Trak. В Тибете их называют Трак и Ньеве Трак. they И were они born родились from из яиц. Tundrola Yang Shigayat. Animals also have 4 kinds of birth, all 4. У животных также есть 4 вида родов, все 4. Nyawadan Sadan Pardola Zukeki Kyapte. But all hell beings, all devas, and all Pardo beings are born complete. Но все существа ада, все девы и hell все beings, существа Бардо devas, and рождаются Bardos, Bardo завершенными. beings. Существа ада, девы They're- и существа Бардо. They're always born miraculously. Они всегда рождаются чудесным образом. Hell being, Deva, and Bardo. Существа ада, девы и существа Бардо. Yeah, so Bardo being, remember it's that one in the moment after you die and you go into the Bardo Итак, существа Бардо, помните, это в тот момент, когда вы умираете и for попадаете в 7 Бардо. days up to 49 На days. 7 дней до 49 дней. Then he quotes the Abhidharma Kosha, which is the most famous book of Abhidharma nowadays. И затем он цитирует Абхидharma Кошу, самую популярную книгу Абхидharмы в наше время. It's about 2,000 years old. Ей почти 2000 лет. Nyawa namdam, sanamdam, sipapama tsuteke. All hell beings, all devas, and all Pardo beings are born complete miraculously. Все существа ада, все девы и все существа Бардо рождаются завершенными, чудесным образом.
Which brings us to link number 12, Что приводит нас к звену номер 12, the last of the 12 links. последнему из 12 звеньев. And the picture you see is of somebody carrying a big package on their back. Картинка, которую вы видите, это кто-то, несущий большой пакет на их спине. This represents the way that people were buried, or how they treated dead bodies in ancient India and also in Tibet. Это показывает, как людей хоронили или как обращались с трупами в Древней Индии и также в Тибете. Then there's some kind of, if you think your job is bad, at least you're not carrying corpses to the mountain or to the, we call the charnel ground. Charnel ground means a very terrible place where you throw dead bodies. You just throw them on the ground. Если вы считаете, что ваша работа плохая, вы хотя бы не носите трупы в горы или на погребальные земли. Погребальная земля обозначает ужасное место, где вы выбрасываете трупы. Вы просто бросаете их здесь на земле. I'll tell you a story. Я расскажу вам историю. When I was a young monk, Когда я был юным actually, монахом, I was living in a monastery, but I wasn't a monk yet. и на самом деле даже когда жил в монастыре, но еще не был монахом, A small Mongolian monastery in America. в маленьком монгольском монастыре в Америке, And the senior teacher of the Dalai Lama, и старший учитель Далай-ламы, he was very, very famous for secret teachings. который был очень-очень известен за секретные учения, And he was very, very serious. и был очень-очень серьезным. Then I got the job to be his driver for one day. И я тогда получил работу быть его водителем на один день. And I have to drive him for 2-3 hours. И я должен был возить его 2 или 3 And часа. everyone told me, don't talk to him. И все говорили мне, не Then разговаривай I'm с like, ним. I was very young. I was 26. Я был очень молод, мне было 26. Why I remember, you will find out. Вы поймете, почему я запомнил это. Then they said, don't talk to him. Они говорили, не I said, разговаривай why? с ним. They said, he's Yamantaka. И я спрашивал, почему? Он He's ямантака. the fierce Buddha, you know. Он свирепый Будда. Don't Не talk to him. говори с ним. Then two famous teachers got in the car, И тогда 2 знаменитых учителя сели в but they машину, got in the back. но они сели сзади. Then I asked, why the big teacher doesn't sit in the back? И почему самый великий учитель не And they сидит told сзади? me in India, the big person always sits in front. И они сказали мне, что в Индии самый большой босс всегда садится впереди. So he got in next to me. Так что он сел рядом со мной. Then I'm like, I try not to talk, you know. И я немного Then we нервничал, started driving. боялся, пытался не And разговаривать. one of the lamas in the back, Но когда мы поехали, один из лам he позади said, this is Mike. сказал, о, это Майк. Then the teacher go, huh. И учитель говорит, Then I'm like, he says, oh, Mike is very good. He understands Abhidharma. И он снова говорит, о, Майк молодец, он понимает Абхидхарму. Then the Dalai teacher, И учитель Далай-ламы говорит, he quote the first line of the second chapter. И он процитировал первую строку второй части. And I was memorizing the Abhidharma Kosha at that time. I never finished, but I finished 3 or 4 chapters. И я как раз учил наизусть Абхидхарму Кошу в то время. Я так и не закончил, но выучил 3 или 4 And I главы. just finished memorizing that line. И я только что закончил Then I учить thought, oh, именно that's the эту строку. first line of the second chapter, and I explained it, and he was like, И я подумал, о, это же первая строчка из 2 главы. И я объяснил ее, и он сказал, Then we drive for some time, and the 2 big lamas in the back, they fell asleep. Тогда мы проехали еще какое-то время, и 2 больших ламы позади And заснули. this Dalai Lama teacher started to talk to me. И учитель Далай-ламы начал говорить со мной. And we had a wonderful talk for like 2 hours. И у нас был замечательный диалог примерно на And 2 he часа. said, tell me everything we see in America. Tell me what it is. И он сказал, расскажите мне обо всем, что мы видим в Америке. Расскажите мне, что And вот we это passed такое. the cemetery.
И мы проехали мимо кладбища many crosses. со множеством крестов. He said, "Oh, what's that? Why many crosses?" И он сказал: «О, что это? Почему так много Then крестов?» I said, "That's a cemetery." И я сказал: «Это Detroit. кладбище». He says, "Well, why they have those crosses?" И он спрашивает: «Тогда почему у них столько крестов?» I said, "Well, they buried the body there." И я ответил: «Ну, потому что они закапывают тела здесь». What? The whole body? Что? Тела целиком? Yeah, not the Верно? ashes. Даже не пепел? No, they believe that the person will come alive at the end of the world. Не, они They will go верят, to что heaven. тело человека живет в конце света, и тогда они отправятся в рай. Then he looked at me and said, "Ha ha И ha! он посмотрел на меня и сказал: «Ха-ха-ха, What a waste of good living space. People can live on что that за land. трата Why they отличной put the жилой dead body over территории? there?" Люди могли бы жить на этой земле, почему они закапывают в нее трупы?» Then I'm like, "Well, what should we do with the Ну и dead тогда я body?" такой: «Ну, а что нам делать с трупами?» And it's what you see in this И picture. это то, что вы видите на картинке. We cut the body. We cut all the pieces up. О, мы режем все на кусочки, We mix it with sampa flour, мы with flour, перемешиваем их с мукой цампа, с мукой, and we carry it to the top of the mountain, и переносим на вершину горы. and we give it to the birds, И мы отдаем это птицам. and then it's a good karma. И тогда это хорошая карма. That person's body is not wasted. That person's body is a gift to these wild Тело animals. этого человека не будет потрачено впустую. Тело этого человека — подарок этим диким животным. So that's what's happening here И это то, что происходит на этой in картинке. this picture. Tene chunipa kashi chirik betende rimki drupa yin. Then we come to the last link, which is link number 12. И потом мы переходим к последнему звену, которое является Gashi. звеном номер Gashi means 12. aging and death. Гаши означает старость и смерть. And technically, it's called death, maybe with aging. И фактически это называется смерть, может быть, со старением. Gashi chirik betendo means, then I asked my teacher, why they call it death with maybe some aging. И я спросил своего учителя, почему они зовут это смерть, Then my может teacher быть, со said, старением. Sometimes kids die in the womb, Тогда мой учитель сказал: ну, некоторые дети умирают в утробе, so we don't know. так что мы не знаем. Okay, so that's why Buddha didn't make 13 links. И это то, почему Будда не сделал 13 звеньев. Some people die in the womb. Некоторые люди умирают в утробе. They don't have time to get old. У них нет времени, чтобы They состариться. gawa ni pumbu nekabrin ki shendu gyor shing mimbayin. What is the definition of aging? Какое определение у старения? The body goes through change. It never stays the same. Тело проходит через изменения, никогда не остается прежним. It falls apart step by step, Оно разваливается шаг за шагом, day by day. день за днем. Okay, now the definition of death. И теперь определение смерти. Shiva ni pumbu ritun torwam jikpala ser. When we say death, what we mean is that the flow of the same body and mind is interrupted. И когда мы говорим смерть, мы имеем в виду, что поток одного и того же тела и ума прерывается. So we don't say the body died or the mind stopped. Мы не говорим, что тело умирает или что ум It останавливается. takes on a different clothing. Он берет другую одежду. Okay, so it's very interesting that death is not the end of the body or the mind. Так что очень интересно, что смерть — это не конец тела или ума. The mind shifts. Ум меняется, The physical form shifts, физическая форма меняется. but life does not end and cannot end. Но жизнь не заканчивается и не может закончиться. You have lived for a time with no beginning, and you will live for a time with no end. Вы жили во времени без начала, и вы будете жить во времени без конца. I'd like to end this session with kind of a review. И я хотел бы закончить эту сессию чем-то вроде обзора. And I'm going to be using special images. И я буду использовать специальные изображения.
We've had all 12 links now. Мы прошли уже все 12 звеньев, And I've taught them in groups и in я different days. обучал их группами в разные дни. And I'd like to just review that because it's going to be important tomorrow and the next days. И я хотел бы просто пересмотреть это, потому что это будет важно завтра и в последующие дни. So in this first picture here, you see of the 12 links, and then as of this morning, I learned how to mark them with a yellow Итак, на этой marker. первой картинке вы видите 12 звеньев, и затем только сегодня утром я узнал, как разметить их желтым маркером. So it looks like it was done by a kid, but it was done by me. Так что это выглядит, будто сделано ребенком, но это была моя работа, хорошо? And first, I want to draw your attention that the first two links hang together. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на то, что первые два звена соединены Again, вместе. you can call it ignorance and karma. И снова вы можете назвать их невежеством и кармой. But I'd like to call it misunderstanding and planting seeds. Но я бы хотел назвать это неправильным пониманием и посадкой семян, свежих семян. And again, I want you to think of these two kind of hang together. И снова я хочу, чтобы вы поняли, что это вещи, которые связаны You между know, the собой. wife comes in the kitchen. Например, жена приходит на кухню, She's tired. она устала, She comes home from она work. приходит домой с работы, She says, "Give me a hug." Она And просто she говорит, just reaches out like «Обними this. She меня». doesn't say anything. или она даже просто тянется вот так, она не говорит But ничего. she's thinking, "I'll Но get a она hug from думает, my husband." я получу объятие от своего мужа. Then suddenly he И says, он неожиданно кричит, "You're so stupid." ты такая бестолочь. And in that moment, she misunderstands where that come И from. в этот момент она не понимает, откуда это происходит. And she says, "I didn't do anything. He yelled at me." Она говорит, я ничего не сделала, он накричал на But she меня. did do something. She yelled at her kids last night. Но она, конечно же, сделала что-то. Она накричала на своих детей на прошлой Then неделе. misunderstanding triggers second link. И тогда непонимание запускает второе звено. Then she says, "I'm not stupid. You're stupid." И тогда она говорит, я не So those two бестолочь, ты links kind of бестолочь. hang together. И таким образом эти два звена соединены вместе. Okay, now the next image. Итак, на следующей There's a картинке poorly written yellow cloud. здесь еще одно плохо нарисованное желтое облако. Around links 3 up to 7. Вокруг звеньев с 3 по 7. And these are the 5 links which are kind of our equipment during life. И эти 5 звеньев They're это what вроде we use нашего to express ourselves. оборудования в течение жизни. Это то, что мы используем, чтобы выражать себя. In the third link, we get a mind. В третьем звене мы получаем ум. In the fourth link, we start to get a body along with that mind inside our mom. И в четвертом звене мы начинаем получать тело вместе с этим умом внутри нашей матери. In the fifth link, our eyes, ears, nose, we start to get our equipment for contacting the outside world. В пятом звене наши глаза, уши, нос, мы начинаем получать оборудование для взаимодействия с внешним миром. In the sixth link, we use those instruments to make contact with the outside world. В шестом звене мы использовали эти инструменты, чтобы связываться с внешним миром. And then in the seventh link, we start to have feelings about what we И contacted. тогда в седьмом звене у нас начинают появляться чувства по поводу того, с чем мы связались. So you can kind of get a feeling that links 3 to link 7, they kind of hang together. They are the equipment that we need to be alive. Так что у вас может появиться чувство, что эти звенья с 3 по 7 также связаны друг с другом. Они являются оборудованием, которое нам нужно, чтобы быть In the живыми. next image, И на следующем I изображении drew a yellow cloud around link 8, 9, and 10. я нарисовал желтое облако вокруг звеньев 8, 9 и 10. And really, when you think about it, the most действительно, important когда вы version думаете of об 8, этом, 9, and 10 is at the end of our life. Самая важная версия из 8, 9 и 10 находится в конце нашей жизни. We have seeds in our mind from our whole life, including I'm not stupid, you're stupid. И у нас есть семена из всей нашей жизни, включая «я не бестолочь, ты бестолочь». And then we talked about how it's very important which seed is activated in the last moment of our conscious life. И тогда мы говорили о том, насколько важно, какое семя активировано в последний момент нашей осознанной жизни.
So as you see in the image here, links 8 and link 9 and link 10 kind of hang together. И как вы видите на картинке, здесь звенья 8, 9 и 10 связаны между 10 is собой. that big fat seed that already got a lot of water and fertilizer but didn't open yet. 10 — это большое жирное семя, которое уже получило множество воды и удобрения, но еще не раскрылось. And then 8 or 9 are like the water and fertilizer on that seed. И тогда 8 и 9 — это как вода и удобрение для этого семени. Then if you think about it, И тогда, если вы подумаете об этом, link number 11 and link number 12, звенья 11 и 12 rebirth, aging, day by day after you conceived, and then death. перерождение и старение день за днем после вашего a зачатия, а whole потом и lifetime. смерть — это уже целая жизнь. Just 11 and 12 is a whole lifetime. Только 11 и 12 — это уже целая жизнь. 11 is coming into the womb. 11 — это попадание в утробу. But we already came into the womb in number 3. Но мы уже вышли из утробы в звене 3. So I want you to start to get this feeling. Я просто хочу, чтобы у вас возникло чувство, This is not one life from beginning to end like Shakespeare's poem. что это не одна жизнь с начала до конца, как в поэме Шекспира. Something else is going on here. Что-то другое происходит здесь. 11 and 12 are a whole life themselves. 11 и 12 — это уже целая жизнь. Then the 1 and 2 kind of sound like they happened before your mind came into this womb. И 1 и 2 звучат вообще так, будто они происходят до того, как ваш ум попадает в утробу. So now the question comes. Итак, появляется вопрос. How many lifetimes are in one turning of the 12 links? Сколько жизней в течение одного поворота 12 цепей? And why it's not just one lifetime like Shakespeare? И это то, почему здесь не одна жизнь, как у Шекспира. To find out the answer, Чтобы you найти have to ответ, come back to tomorrow's session number 17. вам нужно будет вернуться к нам в завтрашней сессии номер 17. See you then. Увидимся скоро.